Привет, друзья! Вот, решил в этом видео снять слепок силиконовый с нашего шлема, ранее изготовленный. Так, что я могу сказать по поводу этого шлема? Изготовил, покрасил, установил его на основании из скульптурного пластилина, чтобы было удобнее. Вот, на деревяшечку. Выглядит он вот так у нас, то есть весь ровненький, хороший. Вот. Какие материалы мы будем использовать? Да? Купил силикон. Вот такой вот у нас будет. Весы от 0 до 200 грамм. Кисточки. Нашел у себя колер для того, чтобы подкрашивать силикон, чтобы было видно, как он у нас наносится, чтобы не осталось пустых мест. Вот, силиконом я ни разу не пользовался. Вот, так что это будет, как говорится, мой первый опыт. Да? Вот, силикон у нас отмеряется в пропорции силикон отвердителя. В общем, короче говоря, надо использовать 3% плюс-минус, да, там в зависимости от того, насколько хотите, чтобы он быстрее полимеризовался. Вот. Так, ну что, приступим. Вот, для этого возьмем весы наши, пластиковый стаканчик и сам силикон. Да, кстати, перед тем, как его использовать, его необходимо тщательно перемешать. Вот, я читал в инструкции перед тем, как все это делать. Сейчас мы это сделаем при помощи. Так, сделаем мы это при помощи шуруповерта, чтобы палочкой там не намешивать полчаса. Я сделал вот такую приспособу. Шлем немножечко в стороночку, чтобы он не мешался. И попробуем помешать. Так, силикон мы смешали. Теперь нам нужно как-то отмерить 100 грамм. Ну, 102. Я думаю, нормально. Стаканчик. Берем отвердитель и шприц. Нам нужно 3 грамма. Теперь нам это все дело надо смешать. Но давайте добавим вот такую штуку. Я думаю, пару капелек будет достаточно, чтобы придать ему цвет. Заодно этот колер покажет, насколько равномерно размешивается силикон. Вот капельки. Так. Выливаем. Что, теперь замешиваем потихонечку. Перемешивается, честно говоря, так себе. Надо, может быть, все-таки правда палочку использовать. У нас палочки нет. Что есть. Смотрите.
все-таки лучше, наверное, использовать не пластиковый стаканчик, а что-нибудь более жесткое. Потому что его всего сминает. И нормально как бы помешать не особо получается. Прежде чем нанести силикон на шлем, я купил вот такую вот штуку. Называется восковая разделительная смазка. Стоит она рублей 200, наверное. Перед нанесением силикончика надо забрызгать шлем. Попробуем нанести. Хотя нет, пожалуй, наносить вот такое я не буду. Итак, друзья, дубль 2, так сказать. Еще раз поднял инструкцию. Да? Что мы здесь видим? 3% отвердителя, время жизни силикона 30-40 минут. При этом силиконовая форма отверждается через 3-4 часа. Честно говоря, что-то мы такого эффекта не добились. Да? Вот такая вот штука у нас получилась. Вот. Да? Дальше смотрим. Если будем добавлять 1% отвердителя, время жизни силикона 2,5 часа. При этом силиконовая форма отверждается 6-8 часов. Я думаю, нужно попробовать этот вариант. Еще раз разделителем побрызгаем. Что, посмотрим, приступим. Пока жиденький. Ну, друзья, у нас такой промежуточный итог. В принципе, силикончик так-то неплохо теперь наносится, когда уменьшил количество отвердителя вот этого. Палочка неплохо размазывается. Так что, в принципе-то ничего. На эту, на переднюю часть уже нанес. Она более ровная. На заднюю вот только что вылил еще 100 грамм силикончика. Он потихонечку сползает, расползается по всей поверхности. Так что я думаю, все у нас будет хорошо. Прошли уже сутки. Что можно сказать по истечении этого времени? Силикон до сих пор липкий, не высох он. В общем, не знаю, с чем это связано. Получается как? Я добавлял 1% отвердителя. Вот. И покрывал его, да. При добавлении 2, 3 либо 4% он начинал схватываться прямо в стаканчике. Вот. Я, то есть, не успевал его размешивать и даже нанести. Вот я сверху пробовал накидывать. Вот. Но он получался вот такими комками.
То есть я не знаю, либо это силикон такой, не очень бы сказал, качественный, хороший, ну, либо что-то еще. Возможно, он у меня хранился неправильно. Да, ну, это как бы маловероятно. Так, что теперь будем делать? Слой получился достаточно тонкий. Ну, видно, да, то, что липкий до сих пор. Вот. Чтобы, как говорится, все это на помойку не выкидывать, я решил попробовать нанести еще один слой обычного герметоса, такого силиконового. То есть сейчас нанесу его и посмотрим. Оставлю еще, наверное, дня на 3. Да. Возможно, как бы этот силикон схватится, да, то есть подзасохнет. Но если нет, значит нет. Значит, сниму, выкину, куплю другой силикон и буду использовать. Там посмотрим. Так, друзья, герметик наш подсох, уже не липкий, вот. Так что можно, в принципе, делать из него, ну, поверх теперь собирать кожу. Кстати, когда работаете в закрытых пространствах, пользуйтесь лучше вот такими вещами, а не респираторами, потому что испарения идут, аж дышать нельзя. Вот, но это ладно. Так, что мы будем делать дальше? Нам нужно сделать разделитель. Я подготовил уже из обычного пластилинчика, чтобы наша форма разбиралась. Да? Пластилин очень плохо липнет к силикону. Вот так, на герметику. Вот так. Постараемся все-таки как-нибудь делать. Буду использовать эпоксидочку такую. Вот. Вот она, моя любимая. Так, сейчас смешаем и продолжим. Ну что, друзья, форму я закончил. Вот, успела она уже засохнуть у меня. Прошло несколько дней, пока с того времени, как я начал ее делать. Вот. Теперь надо ее будет разделить. И обратить внимание, чтобы у нас две части этой формы друг к другу не прилипли. Перед тем, как облепливать стеклотканью и бокситочкой, я проложил обычную изоленту. Я думаю, это нам поможет в разделении. Ну что, приступим. Половину я снял. Вот, не знаю, как там у других блогеров. Вот, но без матерных слов это сделать очень тяжело. Так, ну что, продолжим снимать. Форма у нас снялась. Пока форма снялась, снимал, вылез весь пластилин с нижней части. И, в принципе, он-то нам не нужен. Да, вот этот вот силикончик мы сейчас обрежем, равняем, как нам нужно.
И будем снимать. Ну вот, получилось как-то так, да? Ну что, друзья, сняла силиконовые наши формочки. Да, результат, честно говоря, так себе. Тут смотрите, какие моменты. Во-первых, силикон у нас до конца не просох. Он почему-то липкий. Вот здесь вот сзади. Скорее всего, из-за малой концентрации нашего отвердителя. Вот, но при большей концентрации силикон не успеваешь наложить, он засыхает. Это первый момент. Второй момент. Форма получилась тонкая. Вот, то есть усадка силикона достаточно большая, что силикона, первого силикона, который я накладывал, что силикона строительного, очень тонкий. Соответственно, силиконовая форма не держится в нашем кожухе. Вот. И отливать в такую форму пластик, бесполезное занятие, как бы, да. Вот. Ну и третий момент. Пролилась она, как бы, как сказать-то, то есть получились бугры, ямки и так далее. То есть прилипла она как-то не очень хорошо к шлему. Вот. Что мы будем делать? Да? Попробуем другой силикончик. И вот, может быть, другой способ заливки. Ну, что-нибудь придумаем. Так что так, всем спасибо. Ставьте лайкосики, подписывайтесь. Всем пока.